Почему у одних каша получается настоящей энергетической бомбой, а у других углеводной пустышкой? Почему вопрос, какая каша полезнее, на самом деле не так уж и важен. Все крупы куда похожи, чем вы привыкли думать. Разница в том, как и с чем вы готовите. Хотите получить максимум пользы? В этом ролике мы разберем ключевые факты, которые влияют на пользу каши. Посмотрите до конца, и в конце этого ролика я расскажу о 3 кашах, которые действительно я не рекомендую никому есть и сам их не ем. Первый факт. Все каши имеют схожую калорийность. На первый взгляд кажется, что все крупы, они отличаются по питательной ценности. На самом деле это не так. Все каши, если, конечно, мы измеряем 100 граммов крупы, примерно 350-370 килокалорий. Поэтому с точки зрения энергетической ценности выбирать рис, пшено или гречку одинаково. Главное отличие будет не в калориях, а в содержании макро- и микронутриентов. И, конечно, в вашем предпочтении, какую кашу. И плюс нужно учесть, что есть крупы, в которых содержится глютен, и крупы, в которых нет глютена. Второй факт. В кашах немного белка. Многие люди думают, что каша является источником белка. На самом деле это не так. Все крупы содержат примерно от 6 до 18 грамм белка на 100 грамм продукта. Поэтому каши, цельнозерновые каши, не являются основным источником белка, такие как яйца, мясо и так далее. Поэтому каши можно использовать как дополнительный источник белка растительного происхождения, который имеет не только в своем составе белки, но и клетчатку. Поэтому крупы неплохо сочетать с основными источниками белка животного происхождения. Например, рыба с рисом, киноа с мясом и так далее, и гречку с мясом. Тогда вы получите достаточное количество белка и микро-макроэлементы, которые содержатся в зернах, и плюс, конечно, клетчатку, особенно если у вас цельнозерновые крупы. Почему я обращаю ваше внимание на содержание белка в каше? Потому что белок является основой нашей жизни. То есть мы состоим из белка. Все наши ткани, клетки, все состоит из белка. Поэтому у многих людей неправильное представление содержания белка в каких-то продуктах приводит к тому, что у этих людей появляется недостаточность белка в дневном рационе. Больше информации про белок. У меня есть отдельный ролик, смотрите. Третий факт. Каши бедны жирами. Вообще все зерновые продукты, злаки, они бедны жирами. В них 1-3 грамма жиров на 100 грамм продукта. Нужно понимать, что жиры необходимы для нашего здоровья. Они нужны для мембраны наших клеток. Жиры являются каркасом для наших клеток. Без жиров наши клетки ослабевают, мембраны ослабевают. Они становятся более уязвимыми для атак свободными радикалами, они быстро окисляться начинают, оксидативный стресс быстро мы получаем. Поэтому жиры необходимы и насыщенные, и ненасыщенные. А вот я всегда говорю, что каша – это продукт завтрака. Первый прием пищи у нас должен состоять из сложных углеводов и жиров. Каши, злаки, они прекрасный источник сложных углеводов. Но если вы туда добавите немного топленого масла, кунжутного масла, оливкового, льняного или масла черного тмина, тогда будет и жиры, и сложные углеводы. Имейте в виду, что витамины А, Д, Е, К, они жирорастворимы. Без жиров они не усваиваются. Факт 4. Основу каш составляют углеводы. Это правда. Все зерновые продукты, злаки на 60-80 грамм на 100 грамм продукта состоят из углеводов. Из сложных углеводов. Ну и там есть еще, конечно, клетчатка. Клетчатка – это неперевариваемые растительные волокна, которые не усваиваются, не ферментируются в нашем кишечнике. Но они являются благоприятным кормом для наших бактерий нашего кишечника. И мы в течение дня должны набирать где-то 30 грамм клетчатки. Вот каша является очень хорошим источником, потому что на 100 грамм каши 10 грамм клетчатки. Каша является источником сложных углеводов. Это незаменимый продукт для наших завтраков. Потому что если мы рассматриваем наш организм как костер, который должен всегда гореть, не затухать, то утром этому костру нашему нужны дрова, которые быстро возгорятся и дадут энергию. Но в каше, так как много сложных углеводов,
с клетчаткой. Он, конечно, быстро разожгет наш огонь пищеварения, энергию, даст энергию, но при этом не создаст быстрый, резкий скачок сахара в крови, так как сложные углеводы, они перевариваются долго. Вот до обеда у нас будет энергия, чувство сытости. Пятый факт. Пищевая ценность зависит не от самой каши, а от дополнений к ней. Вот поэтому каши едят с маслом, с разными сухофруктами, с орехами. Или вот мы говорили, в кашах нет жиров, но если мы туда какое-то масло добавляем, то получаем такой более жирный продукт, содержащий жиры, и еще и сложные углеводы, клетчатку и так далее. Поэтому каши нужно заправлять разными полезными ингредиентами, которые дополняют кашу именно в энергетической ценности, как дополнительные источники микро- и макроэлементов, нутриентов и витаминов. Если мы будем добавлять в кашу просто сахар, то мы кашу портим. Многие любят кашу готовить на молоке. Это тоже хорошо, так как молоко – жирный продукт, и каша становится более богатой жирами. Еще в кашу, конечно, мы можем добавлять фрукты, сухофрукты, орехи. Все это можно. И даже семена чиа, семена льна, тыквенные семена, о которых я говорил в этом ролике. Посмотрите, пожалуйста. Я по утрам в основном делаю пробежку. Примерно 10 километров. Прихожу на завтрак, конечно, голодный. Я готов съесть все что угодно, да. И обязательно у меня каша с добавками. Цельнозерновая каша. Туда добавляю какое-нибудь масло, в основном это топленое масло. Туда добавляю сухофрукты, курагу, чернослив или что-то. Я эти просто сухофрукты люблю. Вы можете добавлять свои. И туда я добавляю еще, могу добавить грецкие орехи или могу добавить кедровые орехи. И вот такая углеводная и такая, как очень богатая в энергетическом плане, да, такая каша, я им загружаюсь. Потому что мне нужно дожить с 8 утра до часу дня без перекуса. Перед тем, как продолжить, небольшой анонс. Напишите, пожалуйста, в комментариях, из чего состоит ваш завтрак, обед и ужин. Только пишите, пожалуйста, честно, и полезности, и неполезные продукты. Все, что вы едите. Можете еще и время написать, во сколько вы едите. Даже напишите, вот я не могу вечером терпеть, и всегда в 9 вечера съедаю кусочек там тортика, пирожных. Почему это мне важно? Потому что я из всего этого соберу для себя свой рацион и буду питаться в течение месяца теми продуктами, что вы едите. И в то время, когда вы едите. И такой эксперимент сделаем. Но свой образ жизни я не буду менять. Почему я решил сделать такой эксперимент? Потому что многие в комментариях пишут, чтобы питаться правильно, нужно быть богатым. А другие пишут, что я не могу соблюдать режим питания, потому что у меня работа, некогда и так далее. Конечно же, в начале эксперимента я сдам кровь, липидограмму, биохимию и так далее. Все это будет открыто. И в конце эксперимента тоже сделаю анализ крови. Но и буду питаться теми продуктами, которыми вы питаетесь, и в то время, когда вы едите. И посмотрим, что из этого будет. И, конечно, не забывайте указать все свои перекусы, и вредные в том числе. 6-й факт. Чем более цельная крупа, тем больше в ней клетчатки и больше пользы. Я об этом ранее уже сказал, но сейчас повторюсь. Все цельнозерновые крупы, независимо от того, они как обработаны, да, может быть, они сплющены, может быть, они порезаны. Сейчас для того, чтобы быстро приготавливались такие крупы, их обрабатывают по-разному. Все содержат много клетчатки. Как я уже говорил, 100 грамм злаков содержит где-то 10 грамм клетчатки. И это один из самых лучших источников клетчатки. Чем цельнее крупа, тем медленнее переваривается. А медленное переваривание углеводов, сложных углеводов, конечно, приводит к тому, что мы получаем от нее энергию постепенно, и у нас не возникают резкие скачки уровня сахара в крови. А резкие скачки, они вредны тем, что выбрасывается очень большое количество инсулина. Если мы так все время делаем, то у нас чувствительность клеток к нашему инсулину снижается, и появляется риск инсулинорезистентности, сахарного диабета 2 типа. 7-й факт. Не все каши содержат глютен. Поэтому, если у вас есть непереносимость
или чувствительность к глютену, то можете выбирать крупы, в которых этого белка нет. У меня есть отдельный ролик про глютен, можете посмотреть, но здесь вкратце расскажу. Глютен – это растительный белок, его еще называют клейковин, от слова клей, да, вы понимаете, это вязкий белок, который забивает пространство между складками внутренней стенки кишечника, между ворсинками могут забиваться, тем самым вызывает воспалительные процессы. Вот этот белок содержится только в 3 крупах. Это ячмень, рожь и пшеница. Во всех остальных крупах его нет. Поэтому людям, у которых чувствительность к глютену или непереносимость глютена с целиакией, они не должны есть каши пшеничные, манные каши, ячменные каши или же булгур тоже. А такие крупы, как гречка, рис, пшено, киноа, они не содержат глютен, поэтому подходят для тех, у кого есть чувствительность, непереносимость к глютену. 8 факт. Каши – не обязательный продукт рациона. Я знаю много людей, которые не любят кашу. У них какие-то плохие воспоминания про каши, да? Их в детстве заставляли есть каши. Источников сложных углеводов много. Это цельнозерновый хлеб, разные бурый хлеб, хлеб с отрубями и так далее, да? Из которых вы можете делать бутерброды с разными продуктами, жирами. Бутерброд со сливочным маслом и сыром, например. Бутерброд с авокадо и с малосольной жирной рыбой. Много есть продуктов, которые вы можете выбирать. Можете выбирать в качестве альтернативы каши. И помните, что еда, съеденная с удовольствием, принесет намного больше пользы, чем суперполезная, но нелюбимая еда. Как я обещал, 3 каши, которые я никому не советую. Первый – это каши быстрой варки и каши промышленного производства в пакетиках с добавлением соли и консервантов. Второй – это каши с добавлением вкусов. Шоколадные, клубничные, ванильные и так далее. Туда еще много красителей добавляется, да, пищевых, которые вредны, и консервантов много. Но я хочу еще раз напомнить, что лучше взять обычную крупу, цельнозерновые, но они могут быть сплющенные, порезанные, чтобы быстро приготовить. Туда добавьте ягоды какие-то, более натуральные сухофрукты и так далее. Тогда будет супер полезная и калорийная, и энергетическая вот, бомба, да? Вот. А 3 каша, готовьте камни, я это скажу, потому что я так считаю, но это манная каша. Манная каша, я считаю, что это тоже продукт пустых калорий. Там ничего полезного нет, но я понимаю, что многие люди выросли на манной каше, и я в том числе ел в детстве много манной каши, потому что я же учился в школе-интернате, где 5 дней я жил там, и утром частенько нам давали манную кашу. Иногда, особенно в 90-е годы, можно было вилкой так поднять, она как-то склеивалась. Вот. Так что не ешьте манную кашу. Будьте здоровы!